Всем привет! Я начинаю этот влог. Буду сейчас продолжать свою вышивку. У меня тут все закрыто, поэтому не могу показать полностью. Сейчас я вот на этом этапе, и у меня осталось совсем немного. Я решила все-таки стараться что-то снимать. Постараюсь, как раньше, частями. И, скорее всего, мы завтра поедем к родителям домой, потому что папа болеет. Мы решили его посетить на выходных. Вот. То есть выходные проведем там. Опять же, не смогу там повышивать. А мне надо успевать к Рождеству стараться. Точнее, мне бы уже хорошо было бы в ноябре, чтобы все было готово и постить рождественскую тематику в магазине, уже товары представлять, но пока времени вообще не хватает. Я уже решила, что в следующем году, так как у меня еще наполеонские планы, начать надо будет пораньше, прям намного раньше. В этом году как-то я запоздала, потом у нас еще были пока дни рождения, точнее один был, потом гости были, пока мы ездили, и все застопорилось у меня. Надо бы побыстрее все делать. Ну что, включение после того, как мы приехали. Я пью кофе, точнее, сейчас буду готовить обед. Сейчас вы видите на экране несколько вставок того, как мы съездили. Ничего особенного не происходило, в основном все дома. Ездили в храм, немножко прогулялись и поехали домой. Вот, сейчас я готовлю обед, время уже 2 часа 15 минут. Амид сейчас закончит работу и поедет домой, и как раз свежее поест. У меня здесь разгром, мы как достали зимние вещи, так и лежат. Еще чемодан не убрала, хотя сразу его разгрузила. У меня еще осталась распаковочка, и я готовлюсь к Рождеству, и вам все покажу обязательно, если сегодня успею, или завтра. Будет включение завтра тогда. Вот там мой декор, все в разгроме пока. Я только поставила вот сюда на стол немножко, но тут тоже не зафиксировала пока ничего. Пока думаю, нравится мне так или не нравится. Вот эту салфетку уже надо бы поменять. Не знаю, когда мы выберемся на рынок. Когда-нибудь, надеюсь. Итак, я нарезала вот здесь овощи. Сейчас первым буду добавлять лук. Сразу немножко соли. Забыла добавить в начале арахис. Но думаю, будет ничего, если я добавлю его сейчас. Добавляю перец. Лук немножко поджарился, и теперь добавляю оставшиеся овощи. И также добавлю вот такое замороженное на кукурузу. Еще попробую сюда адыгейский сыр добавить.
Когда овощи поджарились, я добавляю специи. Сначала кориандр в порошке. Вот так он выглядит. Вот такую специю пери-пери. Черный перец. Добавляю полку промытую сразу перед добавлением. Вот что получилось, и сюда я сейчас еще добавляю зелень. Ну что, у меня вот две есть посылки. Как обычно, я для своих мужчин заказываю вот, Макс одежду. И это еще не все, еще должна прийти обувь. Ну, я думаю, что распакуем сейчас то, что есть, а обувь уже потом покажу. Так, здесь пришла рубашка. Вот такая. Какая-то она совсем дешевая была. Надо будет посмотреть размер. Кто-нибудь померяет. В принципе, нравится мне. Если ему будет маленько, можно и мне оставить. Посмотрим, может быть, верну. Я люблю такие цвета на зиму. У меня есть еще брюки зеленые. И свитер есть зеленый. Красная клеточка тоже неплохо. Так, что у нас здесь? Это брюки, наверное. Да, брюки. Я думала, они будут другие. Ну, неплохие, кстати. Только, мне кажется, что маловато. 3-4 года. С длинным рукавом заказала на зиму. Под низ надевать. Какая хорошенькая здесь еще вышивка бананов. Она меня так подкупила. Бананчики-то. Большая достаточно. Хотя это 2-3 года размер. Ну, свободный будет. Вот такой декор у меня получился на Рождество. Рядом со столом повесила вот такую распечатку. Распечатала постер. И здесь прошлогодние «Звездные войны». Тоже с рождественской тематикой. Здесь также изменила тему. Распечатала вот такие интересные обложки журнала «Нью-Йоркер». Все они связаны с зимой или с Рождеством. Либо вот просто, например, огоньки красивые Нью-Йорка. Вот такое настроение получилось на полке. Эту картину я сама рисовала. Вот эти сухоцветы купили. Это ветка от розы. Разные у меня есть бутылки для цветов. Сюда журналы положила. Тут несколько новых. Ну и самое главное, это, конечно же, елка. У нее нет верхушки, никакой не нашла. Очень нравятся, конечно же, шары и вот эти вот гирлянды. Никогда не видела, чтобы такие использовали. Вообще, в принципе, первый раз вижу такие даже в продаже. Вот это
Из дома привезла. 2 есть. Вот второй олень. Под елочку скоро положу подарки. Уже 2 пришли. И остальные попозже придут. И вот здесь у нас красивые пуансетии. Одна красная, вторая вот такая, можно сказать, розовая, но она скорее не розовая. Первый раз у нас стоят цветы в квартире, а не на балконе. Для нас это немножко странно. Здесь красиво видно вечером елку, когда она горит. Также вот здесь поменяла постер. Опять же, здесь пуансетии и различные рождественские зимние растения. Скоро надо здесь менять календарь. Пока еще не закончился. Это, кстати, мне Марина подарила. Я сама выбирала, она покупала. И я у нее вот такой попросила. Интересный колокольчик из макраме. Доброе утро. У нас второй день уже просто жуткий туман. Еще и холод такой. Пар идет. А на улице-то вообще холод. Вот. Кое-как видно дом напротив, а вокруг вообще ничего не видно. Мит только что уехал на работу. Не знаю, как он ездит. Такая вот зима в Дели. Я пошла вышивать.